Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні приготую ромові баби. Покажу, яка виходить велика, і спечу маленькі, тільки в незвичайних формах. Випічка виходить солодка, запашна, всередині волога, довго зберігається, тому її можна приготувати і на Великдень, на пасхальні свята. Перед вами пока те продукты, которые понадобятся для теста. Точное их количество, как всегда укажу в рецепте, найдете его под видео в описании. В первую очередь приготовила изюм. Промыла хорошо в горячей воде, чтобы его распарить, высушила на бумажном полотенце и добавила сюда 2 столовые ложки коньяка. До того времени, как изюм понадобится, коньяк, я думаю, полностью впитается. Если нет, то добавлю его в тесто, будет только лучше. Замешивается оно только на воде, но можете взять молоко и воду 1 к 1, по вашему желанию. Сахар, яйца. Чистый вес яиц должен быть 80 грамм. Если мелкие, берите 2, вот как у меня. Если крупные, то 1 яйцо и 1 желток, иначе тесто получится жидким. Ну, смотря еще какая у вас мука. Масло по весу столько же, сколько и сахара, по 100 граммов. Смотрите, пиалочки маленькие. Не пишите в комментариях, что масла больше, чем я указала в рецепте. Дрожжи, соль. И добавлять буду ванильную пасту бурбон. Очень ароматная. Можете заменить ванильным сахаром, если нет пасты. Замешивать сегодня буду кухонной машиной. Вы часто меня просите. Ну и на самом деле это быстрее и лучше. И легче на руки. В чашу выливаю воду. Она должна быть теплая. Добавляю дрожжи. Всегда замешиваю на прессованных, но если у вас сухие, то берите сухие активные. Быстродействующие для этого теста не подойдут. На сухих активных вы можете также поставить опару. Они выдерживают долгое выбраживание, обминки и хорошо поднимают тесто при выпечке. Высыпаю сюда муку. По рецепту надо было взять половину от общего количества, но я добавляю чуть меньше. Здесь у меня 180 грамм. И хорошо перемешиваю до однородности. Должна получиться густая опара, и замешивается она без добавления сахара, чтобы выбраживание было более длительным. Тогда выпечка получается намного вкуснее. Я сама экспериментировала, хотела ускорить процесс, когда замешивала булочки, те, которые были по 9 копеек, они уже давно есть на канале. То вкус получился совсем другой, вот совсем другой, не тот вкус, не тот аромат, поэтому придерживайтесь технологии. Если сказано, что опара должна быть густая и выбраживаться, допустим, час или полтора, это зависит от того, какая температура у вас на кухне. Если тепло, подойдет быстрее, если прохладно, простоит дольше, но будет только лучше. Уделите время и убедитесь, насколько вкуснее получится выпечка. Вот такое должно получиться тесто. Не пугайтесь, что я замешиваю машиной, вы легко справитесь руками. Покажу вам даже в руках. Смотрите, оно кажется очень плотным, на самом деле даже липкое, видите? Ну вот так вот и достаточно. Разравниваю по донышку, чтобы лучше было видно, как она подходит, когда начинает приседать. Закрываю и в таком виде оставляю где-то на час. Но за опарой следите, она должна хорошо подняться. И как только заметите, что местами она уже проседает, появляются такие ямочки, начинайте замешивать тесто. Время прошло ровно 1 час. Посмотрите, как поднялась опара и уже начинает местами приседать. Надо быстренько замешивать тесто, чтобы дрожжи не потеряли свою силу. Если она полностью осядет, то тесто уже не поднимется. Выливаю сюда яйца, сахар, соль, чайную ложку ванильной пасты. Все это хорошо перемешиваю, не до полного соединения, но хотя бы чтобы опара немного размесилась. Поразрываю еще лопаткой. Она была плотная, видите, держится одним комочком. Высыпаю сюда всю муку и продолжаю вымешивать. Все это время замешиваю на первой скорости из 6 возможных, как опару, так и тесто. Только вот сейчас включаю на минимальную, чтобы мука не поднялась в воздух, а потом на первую. Когда все продукты полностью соединились, в конце замеса добавляю мягкое сливочное масло. Я его предварительно нарезала на небольшие кусочки и добавляю по несколько штук. Помогайте машине замешивать тесто.
Иногда останавливайте, зачищайте стенки, поднимайте с донышка и продолжайте вымешивать. Когда масло уже полностью соединилось с тестом, включаю вторую скорость и замешиваю еще 2-3 минуты. Тесто уже заметно поднимается с донышка, наматывается на крюк, значит оно полностью готово. Вот такое оно мягкое, немного липкое. Руки у меня не смазаны маслом. И смотрите, как хорошо отходит от донышка. Накрываю и оставляю для подъема. Прошло 40 минут, посмотрите, как хорошо подошло тесто. Высыпаю сюда изюм, я его несколько раз уже перемешивала, и коньяк уже почти полностью впитался. Включаю машину на первую скорость, а потом еще немного домешу на столе. Смазываю стол растительным маслом. Вымешиваю так, чтобы изюм равномерно распределился в тесте. Долго месить сейчас не надо. Подкатываю в шар. Миску я смазала растительным маслом, накрываю и оставляю еще где-то на полчаса. Обычно бабки делают маленькие, но можно приготовить и вот такой вот форме. Это большая. Как раз эту порцию теста можно испечь в одной вот такой вот форме. Я укажу ее размеры. Если у вас есть вот такая вот рельефная форма, только в середине еще с трубой, с отверстием получится бабка, то это будет просто замечательно. Бабка быстрее пропечется, лучше просиропится, получится даже намного вкуснее. Но в такой тоже хорошо и вкусно. Приготовила я ее 2 дня назад. Значит, ей уже 3-й день. И храню вот так в пакете. Спрятала уже тогда, когда помадка полностью высохла. Выпекалась она 35 минут при температуре 170 градусов и еще 5 минут при температуре 160. Второй уровень духовки, чтобы не сильно подгорала верхушка и хорошо пропекалась донышко. Подогрев вверх-вниз без конвекции. На готовность проверяла деревянной шпажкой. Если на выходе она сухая, не вытягивает за собой сырое тесто, значит оно пропеклось. В форме ее оставила до полного остывания. Потом переложила ее на подушку вверх донышком или на что-нибудь мягкое, чтобы хорошо сохранилась ее форма. Не надо ставить на решетку или на досточку, иначе вот эта вот круглая верхушка, которая сейчас внизу, она станет более плоской, и в разрезе баба будет не такая пористая. Я думаю, вам видно, как она разрезается. Очень мягкая, чувствуется, что внутри влажная, пропитанная. И вот такая вот на разрезе. Сдобная, пористая. Такую выпечку можно приготовить даже на пасхальные праздники. Хранить в пакете, как я вам показала, и она долго останется свежей. На ее пропитку ушло 40 грамм сиропа. Как ее правильно просиропить? После полного остывания на подушке оставляю часов на 6, можно на 8. Пусть ее структура хорошо окрепнет. Потом со стороны донышка попротыкала ее шпажкой, сделала где-то 3 окружности. Шпажкой протыкала до середины и кисточкой сверху и вот здесь вот по бокам хорошо смазала сиропом. По бокам, чтобы смазать, берите бабку на руку и вот так вот кисточкой прибивайте и просиропите его как бисквит. Выпекать сегодня буду в необычных формах. Я их хорошо смазала размягченным сливочным маслом. Моя духовка не колирует тесто в белых металлических формах, а черных для ромовой бабы нет. Поэтому взяла такие. Тесто за полчаса вот так вот поднялось. Снова коврик слегка смазываю маслом. Посмотрите, какое оно пористое. Подкатываю в жгутик. И делю на 12 кусочков весом по 75 грамм. Посмотрите, какое тесто. Просто просится на пасхальную выпечку. Очень ароматное. Видно, что сдобное, мягкое. Выпечка будет пышная. Округляю каждый кусочек, подтягиваю тесто с краешка в середину и слегка придавливаю. Затем округляю, проверяю донышко, защипываю. Оно должно быть гладким, красивым. Это будет верх бабки. Смазывайте стол, руки, если тесто прилипает. Я его не сильно давлю, только слегка. Вот такое вот оно получается гладкое. И сверху, и снизу. Так, теперь беру форму. И вот так вот каждый шарик этой стороной
Опускаю в форму. Не надо его там прорывать пальцем. Тесто само опустится, потому что очень мягкое. Гладкой стороной вверх, этим донышком вниз. Все, оно само опустится. Накрываю пленкой и оставляю для подъема. Прошло 40 минут, бабки хорошо подошли. Посмотрите, как округлились, гладенькие, тесто нигде не порвалось. И к этому времени я уже нагрела духовку, температура 180 градусов. Ставлю выпекать. Бабульки испеклись, выпекались они 20 минут при температуре 180 градусов. Второй уровень духовки снизу, подогрев вверх-вниз без конвекции. На готовность, как всегда, проверяйте деревянной шпажкой. Если на выходе сухая, значит хорошо пропеклось. Вот в таком виде оставляю до полного остывания, чтобы бабка хорошо сохранила свою форму. Не помялась ни сверху, ни снизу. Сейчас только покажу, какая выпечка. Очень мягкие, видите, как от пальца заминаются. Ай, горячо. Вот такая вот выпечка. Посмотрите, как тесто хорошо повторило узор формы. Опустилось до самого донышка и запеклось. После того, как они полностью остыли в форме, я их перевернула на другую форму, вот так вот, чтобы они красиво стояли. И выдержала еще 4 часа, чтобы структура мякиша окрепла. Теперь они хорошо пропитаются и не размокнут. А для сиропа мне понадобится, я вот закипятила сахар с водой, пропорции все будут под видео в описании. Он уже полностью остывший. Добавляю сюда десертную ложку коньяка и можно пропитывать бабки. Опускаю бабку в сироп до самой шапочки. Держу несколько секунд, поднимаю и повторно опускаю. Снова несколько секунд, переворачиваю и ставлю на место. Сейчас сироп опустится и пропитает ее полностью. Если у вас сплошное донышко, то в нескольких местах прокалите его шпажкой до середины, чтобы она лучше пропиталась. Сиропа немного останется, но порцию не уменьшайте, иначе неудобно будет пропитывать. Вот такие они мягкие, влажные, достаточно пропитанные. И вот теперь их снова оставляю хотя бы на час. И можно будет покрывать помадкой. Да, ромовая баба — это не быстрая выпечка, но результат того стоит. Посмотрите, какая красота. Они как будто бы становятся прозрачными. Напитываются сиропом. Для помадки можете развести сахарную пудру водой или приготовить настоящую сахарную глазурь, помадку. Ее приготовление есть у меня на канале. Вот такая вот она получается, долго хранится в холодильнике. В любое время можно взять, разогреть и украсить какой-нибудь десерт. Мне она вся не понадобится, оторву немного, а эту снова замотаю и спрячу в холодильник. Короткими импульсами разогреваю в микроволновке по 5-10 секунд. Нагревать ее можно не выше 50 градусов, иначе сгорит. Почаще проверяйте, перемешивайте. Смотрите, какая она становится мягкая. Сейчас еще раз подогрею, а потом уже до нужной консистенции буду доводить водой. Снова хорошо перемешиваю. Все, больше подогревать не буду. Смотрите, какая она текучая, но еще густоватая, для того, чтобы покрывать бабки. Добавляю немного воды теплой, меньше, чем пол чайной ложки. И снова хорошо перемешиваю. Вот такая вот красивая, глянцевая. Посмотрите. Если вдруг перестараетесь с водой, и помадка получится жидковатая, не спешите добавлять сахарную пудру, чтобы ее загустить, а оставьте, она постоит и сама по себе немного загустеет. Получится или такой же консистенции, какой вам надо, или даже немного гуще. Вот такое у нее свойство. Ну вот так вот и достаточно. Украшаю ромовые бабы. Смотрите, помадка не очень жидкая, чтобы не сильно с них стекала. Немного ее разравниваю, а дальше она сама сделает красивые потеки. Ну и давайте посмотрим, какая же она внутри. Очень мягкая, сочная, боюсь ее сильно придавить, пышная, сдобная. Чувствуется коньячок
Кстати, если вы исключаете спиртное, то добавьте несколько капель в пропитку ромовой эссенции. Она тоже прибавит вкус и аромат. Я уверена, что от такой сладости и мужчины не откажутся. Это очень вкусно. Приготовьте, порадуйте своїх любимих і приятного вам чаєпітія. А якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.